Посадка на рейс уже заканчивается. Вы же не хотите опоздать на самолет? Меня слышите? Ну ты скоро там? Ты не видишь, я занят. Извините. Я думаю, вы знаете, что даже в наше время люди могут взять и пропасть без вести. Их часто могут найти живыми и невредимыми, а еще чаще находят, но, к сожалению, в этих историях нет хэппи-энда. Бывает и не находят вовсе. Такое случается, и не помню, чтобы это часто связывали с паранормальным контекстом. А может, зря? А что если есть единичные случаи, когда не находят не потому, что не могут, а потому что человека на самом деле никогда не существовало? Как можно потерять того, кого не существовало? Я что, тупой? Разумеется, да. Но к делу это не относится. Я часто прислушиваюсь к вашим просьбам снять что-то на определенную тему, и рано или поздно все это появится на канале, не волнуйтесь. Но недавно меня прям-таки завалили сообщениями, чтобы я разобрал паранормальный случай исчезновения человека. Когда я получаю такое количество запросов, моя детективная чуйка говорит: да, где-то вышел об этом видос или какой-то пост, и это снова стало актуальным. Классика. И она никогда не обманывает. Меня зовут Топа. Добро пожаловать в новый Топ Секрет, и поверьте, это не одна из вот этих вот вонючих, выдуманных историй, как вам покажется на первый взгляд. Все куда интереснее. И уверяю вас, такого выпуска у нас еще не было. Пристегивайте ремни безопасности, мы отправляемся в Японию. Ну, как отправляемся? Хотелось бы, конечно. Не просто так мы тут находимся. Как по мне, это лучшее место, чтобы рассказать вам историю, которая произошла в одном из аэропортов Токио. 1954 год. Обычный спокойный день, никто и подумать не мог о том, что он запомнится настолько сильно. Все дело в человеке, одетом в черное. Загадочном человеке, который прилетел с другими пассажирами вот на таком самолете. Ну, может, чуть поновее. Что же в нем загадочного, спросите вы? Это ведь совершенно обычный вид для того времени. И будете правы. Но дело-то не в этом. Такого человека не существует. Не существует в нашей реальности. Стало интересно? Вас ведет в курс дела наш эксперт. После прилета все пассажиры, как всегда, проходили таможенный досмотр, но именно этот человек вызвал подозрение, ведь, открыв его паспорт, сотрудники немного растерялись. Извините, откуда вы прибыли? Мужчина без колебаний ответил именно то, что было написано в паспорте. Таурет. Проблема в том, что совершенно никто не знал, где находится эта страна. Странный человек утверждал, что она должна быть между Испанией и Францией, и был очень удивлен, что никто не знает об этом. Но взглянув на карту, он не смог ее найти. Вместо нее там была Андорра, о которой он никогда не слышал.
Это невозможно. Удивительно, но в паспорте были подлинные штампы других стран, в том числе и Японии, что означает, что он тут уже был. Все остальные документы, подтверждающие личность, также были выданы страной Таурет, которой не существует. По крайней мере для нас. Началось разбирательство, но после нескольких часов они так и не смогли ничего выяснить. В отеле, в котором он забронировал номер, сказали, что никакой брони нет, а компания, в которой он работал, ответила, что таких сотрудников не числится. К этой странной истории была подключена полиция, переместившая загадочного человека в номер ближайшего отеля, выставив у дверей охрану на ночь. Но по-настоящему странные вещи произошли утром, когда в запертой комнате не нашли совершенно никого. Человек просто исчез. Исчезли его личные вещи, а также пропали все документы, как будто его никогда не существовало. Служащие отеля подтвердили, что он не покидал номер. Что это было? Путешественник во времени? А может, человек из параллельной вселенной? Теорий слишком много, но точно известно одно. Тайна так и не разгадана спустя столько лет, а все, что у нас есть из доказательств, скан его паспорта. Я, конечно, не люблю его бесполезные нагнетания, но мурашки действительно пробежали. Вот что о загадочных исчезновениях мы еще не рассматривали. На что ждет расследование? Что мы имеем? Человек из Тауреда. Загадочный человек из Торда. Человек без страны. И так далее. У этой истории много названий, и она достаточно давно гуляет по сети. Если быть точнее, то можно найти упоминания даже в 2007 году. А конкретно по всему миру она распространилась после 2010 года. Но, как я уже говорил, судя по всему, опять набирает популярность и, скорее всего, работает как снежный ком. Чем больше упоминаний, тем больше упоминаний. Ничего, самое время. Ведь рано или поздно я должен был за это взяться, чтобы пополнить свою коллекцию. Сраную коллекцию неведомой херни, чтобы люди заходили на этот канал и искали именно ту историю, которая им только что попалась в каком-то паблике. Это как раз такая. Об этом есть статьи на каждом паранормальном сайте любой страны. Есть книги. Окей, уже что-то. Разумеется, видос снимается, да, вот 500 тысяч просмотров, 700, 2 миллиона, 18. Что? 18, сука, миллионов? И ведь в каждом видео они приходят к выводу, что это необъяснимо. В общем, загадки мутятся, просмотры крутятся. До паранормального бинго не хватает только фильма. Довольно предисловий. Давайте подумаем, может ли эта история быть правдой? Она какая-то странная и мутная, согласитесь. Скорее всего, была выдумана каким-то любителем паранормального, а доверчивые люди, как всегда, просто распространили. А что если нет? Мальчик скажет, что это все бред. Мужчина скажет, что этому нужно найти объяснение. И я нашел. Но не знаю, насколько это объяснение понравится вам, ведь эта история, как бы помягче сказать, правда. Она реально произошла, но не так быстро. Давайте по порядку. По традиции рассмотрим все имеющиеся материалы на предмет фейков. Есть у нас что-нибудь? Ага. Фотография какого-то мужика. Именно ее чаще всего можно встретить рядом с этой историей. Посмотрите на этого статного мужчину. Именно так я представляю себе путешественника во времени. Хотя, может, и зря, ведь это скан из немецкой энциклопедии Мейера 1932 года, на которой изображен корсиканец. Вот психи! Достаточно глупо брать фотографию из открытых источников, когда хочешь сделать фейк. На заметку, берите книгу, которой нет в сети, сканируйте фотку и только потом сочиняйте историю. Так отследить будет намного сложнее. И, между прочим, звучит как бизнес-план. Нормальные паранормальные истории только у нас. Пишите на пейджер. Следующая улика уже интереснее. Как я и говорил, паспорт этого человека. 50-й год. Таурет. Этот паспорт чуть ли не главная улика в этой истории и показывается всеми, кто об этом рассказывает. Мне от этого не по себе, если честно. Никогда не видел фотку на паспорт с закрытыми глазами. Ты можешь не моргать, мразь! Да что я могу сделать? Я не могу это контролировать. Вот ты камеру направляешь, и я сразу такой... Идея есть. Что? Да как? Ладно, поиграем по их правилам. Что если вбить номер паспорта этого в штуку под названием интернет? Это будет считаться пробивом по базе данных?
Анджела Зои. Такой же номер. Тим Джойс. Какой-то британский гражданин. Ну да, это ж фотошопный темплейт, который можно скачать и сделать под себя. Тем более в 50-х были другие паспорта, глупышки. Но когда я увидел, что эти два фейка совместили в один, я просто охренел с наглости выдумщиков и наивности людей, которые распространяют это по всему, мать его, миру. Что ж вы творите? Вы заставляете меня хохотаться. Тем временем дело сделано. Фейк разоблачен. Нет никаких паспортов и пруфов. Спасибо за просмотр. Сказал бы я, если бы это действительно был конец ролика, а на самом деле все только начинается, и я не просто так начал с разоблачения глупостей с фотографиями. Я вам уже проболтался, что эта история реально произошла. И так получилось, что у меня на самом деле есть подлинная фотография этого человека. Но чтобы ее увидеть, нам нужно разобраться с истоками этой байки. Выпуск по строению будет похож на айсберг. Чем глубже мы будем опускаться, тем больше информации будем получать. Первые два уровня уже пройдены, осталось самое интересное. И, пожалуй, сегодня я наглядно покажу, какими методами можно искать информацию. А к чему это нас приведет, такого вы точно не ожидаете. Поиски самых ранних упоминаний приводят нас к музыкальному треку 2004 года, который так и называется «Человек из Тауреда». Ну, как трек, скорее набор психоделических звуков, но сайт этого композитора даст подсказку. Сама ссылка не работает, но есть универсальный помощник в таких случаях – archive.org. Там есть окно Wayback Machine, и туда можно просто скопировать оригинальную ссылку. Вуаля! Все открылось. Все потому, что этот сервис фиксирует очень многие сайты и не один раз. А поэтому можно посмотреть, что было на том или ином сайте раньше, даже если его уже не существует. Возьмите на заметку. Мы выясняем, что название этого трека возникло после прочтения книги Колина Уилсона «Справочник возможностей», которая вышла в 1981 году. Есть зацепка. К сожалению, в книге этому уделяется всего одно предложение, что мы можем наблюдать на этой фотографии одной из страниц. Мне кажется, логично предположить, что это просто цитирование. Вряд ли такая история началась бы с одного предложения. Этот скриншот хоть и сложновато найти, но все же он гуляет по интернету, а люди на форумах паранормального подозревают, что первое упоминание было в книге «Исчезающие люди», которая вышла на пару лет раньше. Скорее всего, Колин Уилсон просто ее цитировал. Но так как книгу они достать не смогли, то это всего лишь догадки. Они не смогли, а я смог. Купил, и сейчас обе эти книги в пути. Вторая, зараза, почти 10 тысяч бэушная стоит. Как только приедут, я отсканирую нужные страницы и выложу на эти самые форумы, где их реально ждут. Но это еще недели две, поэтому выложу позже в своем телеграм-канале. Почему сначала не дождаться, а потом уже снимать ролик? Да потому что это не важно, эти люди были неправы, и я нашел еще более ранние упоминания. А как я их нашел? Вот это супер интересно. Часто, когда я захожу в тупик, то просто начинаю шерстить платные газетные архивы на таком сайте. Есть еще подписки на другие, но этот самый большой. Все это помогает выяснить, насколько бородатая история и с каких пор стала известна. Безумно нужный инструмент. Но по запросу Таурет не находит совершенно ничего. Ладно, не беда. Иногда помогают просто слова, которые потенциально могут быть в такой новости. Выставляем года, запасаемся кофе и начинаем шерстить. Да, зачастую это приводит только к потере времени, но смотрите-ка, канадская газета 1960 года. В ней сказано, что некий человек прилетел в Токио, и у него был паспорт, где все было на вымышленном языке, а сам он утверждал, что он из страны Туарет. Чего? Еще раз, мы искали человека из Тауреда с похожей историей, а нашли человека из Туареда. Гребаная ошибка в истории стоила мне стольких часов. Жесть, как обидно. Ну да ладно, теперь у нас есть страна Туарет и его имя. Джон Аллен Кушар Зегрус. Их там 4 было, что ли? Вот ваше имя на сегодняшнее задание. Джон Аллен Кушар Зегрус? Да. Я не буду ходить с этим именем, давайте что-нибудь другое. Ну, да, у меня есть еще одно. Последнее, кстати, осталось. Сейчас. Руперт Суперкал Гнедовский младший. Джон Аллен Кушар Зегрус. Мне нравится. Звучит не по-настоящему, если честно, как будто компьютерная игра генерирует рандомное имя, а ты согласился, потому что лень писать нормальное. И все, тут больше нечего ловить. Чё, видос завис? Да и пошел нахер. У нас выходит комикс Top Secret, чтоб ты мог не отрываться от супер ржачных паранормальных историй, даже когда пропал гребаный интернет. Всю информацию о предзаказе найдешь в описании. Не тупи только, ладно? А то все раскупят. Что это было? Неважно. Отправляемся в архивы интернета.
Опять же, заходим в архив .org, но тут выбираем второе окно. Это потрясающий агрегатор всяких древностей. Не удивлюсь, если тут можно найти древнеегипетскую книгу мертвых в оригинале. Ну, погнали. Вбиваем теперь уже Туарет. Поиск по тексту. Отлично, у нас есть варианты. Старые газеты, письмена и книги. Нам подходят только эти два варианта. Жак Бержье, писатель-фантаст и любитель паранормального. Арендуем. В книге «Скрытый мир инопланетян» 1975 года встречается эта история. Другая книга, еще старее, 74 год. Та же история, слово в слово. Тут все. Ищем другие паранормальные книги Бержье. Есть «Пришельцы в истории», 1970 год. Повезло, что кто-то отсканировал и можно не покупать. Эта же история, только на французском. Следующий уровень. Google книги. Туарет. Опять Бержье, 1964 год. Отлично, Google разрешает подглядеть фрагменты. Эта история есть, но не до конца. Нужно найти эту книгу. Сложно. Нашел только одну во Франции. 5000 рублей. Покупаем. Потом отсканирую и выложу этот отрывок в сеть. Мы сделали это. Скорее всего, первое упоминание в книгах сделал именно Бержье, хотя я и не утверждаю. Забавно, что там, по сути, вообще другой контекст. Нет никакого исчезновения и всего такого. Лишь намек на то, что такой страны нет на нашей планете. Неудивительно, что эта история мутировала из-за додумок и дебильных ошибок. Поэтому сейчас это максимально паранормальная история, связанная с параллельными мирами. Осталось нерешенным одно. Имя этого господина из газеты 60-х годов. Джон Аллен Зегрус. Google. Прямо на первой странице мы находим вот это. Это расшифровка заседания Палаты общин 1960 года. Чё нахрен, как мы вообще сюда попали? Давайте посмотрим, что они там обсуждали. Паспорт – чрезвычайно дорогостоящий и неэффективный документ. Вы, может быть, знакомы с делом Джона Аллена Зегруса, который в настоящее время находится под следствием в Токио. В качестве доказательства он называет себя агентом разведки полковника Насара и гражданином Эфиопии. Этот человек, согласно свидетельствам, объездил весь мир с действительно впечатляющим паспортом. Он написан на неизвестном языке и так и остался неустановленным, хотя филологи уже давно изучают его. Утверждается, что паспорт был выдан в государстве Туарет. Невозможно определить ни страну, ни язык, хотя на эту попытку было потрачено много времени. При перекрестном допросе обвиняемый сказал, что это 2-миллионное государство где-то к югу от Сахары. Этот человек беспрепятственно путешествовал по миру по этому паспорту, который, насколько нам известно, написан на изобретенном языке изобретенной страны. Поэтому я хотел бы подчеркнуть, что паспорта не очень хорошо подходят для проверки безопасности. Ладно, становится интересно. Значит, если первоисточник существует, то он японский. Это проблема. Хотя... А вы знали, что иностранные радиопередачи записываются, их можно даже купить в печатном виде? В этом вы убедитесь, если вобьете Аллен Зегрус в поиске по книгам. Нам просто невероятно везет. 60-й год. Сообщение из Токио. Аллен Зегрус пытался покончить жизнь самоубийством в зале суда Токио. Чего нахрен? 61 год. Еще одно радиосообщение из Токио. 22 декабря суд приговорил Аллена Зегруса, человека без гражданства, к 1 году лишения свободы за незаконный въезд в Японию в 1959 году и обналичиванию фальшивых чеков. Работал якобы как агент ЦРУ и ФБР. Чего? Что началось-то? Мы пытаемся паранормальщину разоблачить, а вместо этого попали в детективный роман какой-то. Зато теперь мы знаем, что это действительно произошло. Теперь нужно искать оригинальные японские источники. Вот дерьмо. Мне уже надоело туда ходить. Переводим на японский язык и... поиск. Было бы слишком просто. Я даже не знаю, на что я рассчитывал. Ничего из этого даже близко не подходит, и кажется, этот язык троллит меня. Я перепробовал все вариации имени и не нашел просто ни хрена, пока не вбил именно так, как было в сообщении. Джон Аллен К. Зегрус. Оказалось, что в японской Википедии он таки есть. Хоть что-то. И все равно доверять нужно только первоисточникам. Так что переходим по ссылкам. Я нашел новую ноту, называется «Ля... какая инфа». В 2016 году вышла книга на японском, которая называется «Шпионы, которые прошли мимо меня». Ну, или как-то так.
Это мемуары Саса Ацуюки, который в 1959 году был начальником отдела полиции, а в 1960-м был в отделе иностранных дел. Так вот, в его книге есть целая глава, посвященная неизвестному шпиону без страны. Как раз нашему пациенту. Далее я увидел, что изначально об этом писали в местной газете, и вот тут мои полномочия все. Потому что я не живу в Японии, и доступа к их архивам у меня нет. Благо, нашелся местный энтузиаст, который провел расследование и сходил в газетный архив, чтобы сделать вот эту фотографию. Это первое упоминание этой истории. И да, судя по всему, у нас есть фотография человека, с которого все началось. Джон Аллен К. Зегрус, давший старт одной из самых прикольных паранормальных историй. Только вот с ним произошла совершенно другая ситуация. Обвиняемый Джон Аллен К. Зегрус был приговорен судьей к 1 году тюремного заключения на слушании приговора в окружном суде Токио. Но когда переводчик сообщил ему о приговоре, обвиняемый внезапно встал и ударил себя по рукам осколками стеклянной бутылки, которую он спрятал во рту. 3 охранников бросились сдерживать его, и он был доставлен на машине скорой помощи в больницу Киобаши. Почему его арестовали? Зегрус и его жена кореянка прибыли в аэропорт Ханеда из Тайбэя 24 октября прошлого года по поддельному паспорту. Но к декабрю у него возникли проблемы с оплатой проживания, и он обналичил поддельные чеки на сумму около 200 тысяч йен в токийских банках. Поддельный паспорт, который Зегрус использовал для въезда в страну, был сделан вручную, и название страны, которую он носил, было полностью вымышленным. Утверждается, что он свободно говорит на 14 языках. Сказал следователям, что он приехал в Японию по приказу одной арабской организации и работал на спецслужбу США. Но это было сложно проверить, ведь истинная личность и национальность подсудимого были неизвестны, и эта тайна не была раскрыта в суде. Паспорт, который использовал Зегрус, был размером с еженедельный журнал, и с первого взгляда можно было распознать подделку. Но, тем не менее, посольство Японии в Тайбэе выдало ему визу 17 октября прошлого года. И это был первый раз, когда обвиняемый въехал в Японию, используя этот паспорт. На этом история человека без страны заканчивается. Что с ним стало после суда? Кем он был на самом деле? Почему так случилось? Мы не знаем. Не знал даже тот полицейский, который занимался этим делом, если не лукавил, конечно. Но, как вы могли заметить, там не было ни слова про туарет. Все это появилось, видимо, в искаженном виде в канадской газете, что и дало начало снежному кому, который десятилетиями только рос в размерах. Но конец в этой истории действительно один. Этот человек исчез. Только в реальном мире он исчез из информационного поля, а не растворился в воздухе. Действительно ли он был шпионом? Правда ли знал 14 языков? Или дело зачем-то было сфабриковано? Как Тайбэй мог поставить штамп в очевидно ненастоящем паспорте? Не может ли им быть настолько плевать? Может, стоило его просто развернуть? Шучу. А что если под туаредом имели в виду народ туарегов, но неправильно написали в новости? Тут больше вопросов, чем ответов, но как же мне понравилось. Вы только представьте себе на секундочку. Обычная интернет-крипипаста про загадочного человека из аэропорта при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж обычной. Ошибки в тексте, которые всех запутали, расследование, шпионаж — это потрясающе. Это то, чего я ждал. История, оставшаяся без ответа. И как по мне, это намного интереснее всякой мистики. Более того, между делом я вам показал, как можно искать информацию. И не думайте, что здесь есть что-то уникальное. Любознательные человеки уже давно этим пользуются, поэтому в разных странах можно встретить очень мощные разоблачения. Но моя задача рассказать это именно вам, чтобы вы могли перепроверить кого угодно. Меня в том числе. Так бывает. Началось все с мелочей, а закончилось интереснейшей историей. Ну, лично для меня.
Ведь когда я открывал заявки на выпуск и видел все эти сообщения про Таурет, я честно относился скептично. Да ладно, что там может быть интересного? А все превратилось в какой-то детектив. И надеюсь, вы остались довольны. Многие не поймут моего рвения потратить деньги на книги и газеты, когда история уже разоблачена. Ну, тут как посмотреть. Мне это все настолько интересно, что я буду только рад стать частью расследования, которое делают другие люди, и отсканировать книжки, чтобы в дальнейшем люди не парились с обрывками фраз, считаю своим долгом. А вы можете поставить лайк и подписаться на наши каналы и инстаграмы. О большем я просить и не могу. Но если посмотреть с другой стороны, то мы всего лишь разоблачили один фейк. А таких историй с исчезновением очень много. Может, как раз они действительно произошли. Хотелось бы верить, но верится с трудом. За них тоже возьмемся. До скорых встреч. Предзаказ нашего комикса не забудь, в описании может не хватить.